Техника нанесения матовой сахары от производителя Elf Decor. Всем привет, меня зовут Алексей Журавков, и я занимаюсь нанесением декоративных покрытий для стен. И в этом видео я вам расскажу и наглядно покажу, как мы наносили новинку от нашего производителя, вот такой вот материал, который имеет полуматовый перелив. Смотрите видео до конца и не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые видео про разные декоративные покрытия для стен. Подготовка стен под матовую сахару – это как под покраску. Клеим стеклохолст, шпаклюем акриловой шпаклевкой, грунтуем и наносим в качестве подложки вот такой кварц-праймер. Это мелкозернистый кварц-грунт. И мы его затонировали, сейчас покажу в какой цвет. Это мы его делали по тонировочной машине G787. Правильно? 400. G487. Все, и у нас получился вот такой вкусненький, мягкий серый цвет. Мы предоставили клиенту на выбор два образца сахары. Она хоть и матовая, но все равно у нее блик есть, то есть чтобы хоть какой-то был декоративный эффект. Этот материал сахара не тонированный, но нанесен на вот такую тонированную подложку. А тут тонирован сам материал, тоже вот этим пигментом G487. Он получается чуть-чуть более темный. Вот, клиенты выбрали его, потому что дизайн дома более подходящий. И именно его мы будем сейчас наносить. Берем для тонировки, используем обычные шприцы. Сам пигмент мы разбавили водой, чтобы нам было удобней все это дело регулировать и отмерять. Все, один шприц мы всегда обрезаем верхушечку, чтобы можно было залить в него и четко зафиксировать, сколько кубиков у нас, чтобы у нас формула была всегда записана. В данном случае мы делаем сколько кубиков на вес? 7,2 куба, а ведро сахары 5 килограмм. Если у вас планируются натяжные потолки, то, по крайней мере, мы так делаем. Мы сразу просим, чтобы мастера набили профиль под натяжной, потом мы его обклеиваем малярным скотчем, вот, и потом уже грунтуем стены и наносим наш декоративный материал. Все, потом снимается скотч, легко монтируется полотно натяжного потолка и все. Просто если монтировать потолок после уже декоративных покрытий, то очень большая вероятность, что могут повредить сам декор, и потом приходится его реставрировать. Вот поэтому вот такой последовательности мы делаем, это проверено, удобно, просто и быстро. Но если уже в помещениях покрашены стены, как в этом случае, здесь просто комната, обычная покраска. Перед тем, как набивать натяжной потолок, покупаете вот такую пленку, она идет со скотчем сразу. Все, клеится скотч по периметру и набивается профиль, чтобы не пылило ничего, то есть очень классная штука. Поэтому рекомендую, такой нюанс обязательно знайте, будет полезно. Итак, переходим к нанесению самого материала сахара. Для этого мы используем вот такую тонкую кисть с довольно-таки жестким ворсом. Материал мы не разводили водой, хотя производитель пишет, что до 10% можно, но, как по мне, жидковатая консистенция уже более чем хватает. Все, набираем чуть-чуть на кисточку, мы двигаемся снизу вверх и наносим вот такими хаотичными мазками на стену. Стараемся равномерно растягивать материал и не работать сухой кистью, так как на этих местах у вас не останется материала, чтобы выложить рисунок. Можно также дополнительно использовать светильник для удобства, чтобы не пропускать никаких мест. Да, вот видно. И все, и так и двигаемся полностью всю стену. Мы идем снизу и вот так до верха. Все, второй человек начинает формировку рисунка. Для этого мы используем кисть с натуральным ворсом, вот такая. Вот, и равномерно распределяем материал, он пока еще мокрый. Начинаем его формировать в барханы. Также мы наносим материал на откос входной двери, это очень практично.
так как он обладает хорошими свойствами к мытью и к сухому стиранию. Ну, а еще это красиво, что у вас не просто какой-то белый покрашенный откос, а сразу в тон с основными помещениями идет в одном стиле, красиво, аккуратно и практично. Еще хотел сказать важный момент в самом нанесении. Когда наносите, не делайте вот таких вот движений топорных, потому что у вас будет оставаться постоянно насечка, след. Это будет усложнять формировку. То есть что вам надо? Чтобы был хаотичный принцип нанесения, вам нужно перекрывать вот этим мазком тычки. То есть вы вот тут нанесли, этот след оставили, а вот этот перекрываете. Теперь вот этот перекрываете. То есть чтобы в самом нанесении у вас присутствовал принцип хаоса. То есть тогда человеку, который будет формировать сам рисунок, будет гораздо проще уже. То есть не будет таких мест с топорными местами. С первой стеной мы закончили, оставляем сохнуть. И сейчас переходим к противоположной стене. Выполняем точно такие же все движения, наносим и сразу же идем формируем. В принципе, можно идти вот так вот по периметру помещения, но мы решили пока оставить, чтобы край чуть подсох и чтобы аккуратнее было подстыковаться можно было. И все, наносим, двигаемся вот так и будем переходить дальше. Стараемся край делать вот такой хаотичный, чтобы у вас не было прямых столбов. Вдруг, если материал чуть-чуть пересохнет. Так что обязательно край такой диагональю какой-то, рваный край, хаотичный, чтобы был. Самое главное в рисунке это одинаковое нанесение, чтобы у вас не менялся слой, не менялись мазки, то есть чтобы во всем помещении вы использовали один и тот же принцип в нанесении. Вот так при помощи светильников мы упрощаем себе работу, чтобы не было видно никаких мазков от кисти, черканов. Вот так вот разбарханивается материал хорошенько. Видно в барханчике. Можно его еще двигать. И вот так материал уже выглядит на окончательном формировании. Видно, что где-то его чуть меньше, где-то чуть больше. Разной высоты барханы. И у нас получается вот такой прекрасный эффект песчаных дюн. Вот так. Вот такие места мы можем еще чуть-чуть подбарханить, чтобы не было видно следа от кисти. А вот такие вот то, что надо. Показываю вам в сравнении два материала, Сахара и Сахара Мат. Чем отличаются? Две основные особенности. Первая – это размер зерна. Сахара Мат, она в 3 раза меньше зернышка у нее видно. И обычная Сахара, видно, насколько она крупнее. И основной еще визуальный эффект – это перламутровый перелив. Что обычная Сахара, она прям сияет на угол попадания света, а обычная Сахара, она чуть-чуть съедает этот блик, такая полуматовая, но все равно перламутровый перелив имеется. Вот так издалека это смотрится, тут хорошо видно. После нанесения материала и после того, как он высохнет, мы распечатываем наш скотч и пленку, и у нас получается вот такой аккуратненький профиль и все примыкания дверей и окон.